Всех приветствую на своем канале. Сегодняшний ролик хотели посвятить на тему про семена укропа, про их невероятно разнообразные полезные свойства. Какие есть пользы для организма и противопоказания. Как приготовить в зависимости от локализации болезни. Семена укропа – это плоды травы, имеющие овальную форму и темно-коричневую окраску, по вкусу напоминающие тмин. Вот только семена и листья растения имеют разные химические составы, различные способы использования в кулинарии и народной медицине. Семена укропа испокон веков используются в традиционной медицине. То, как правильно заваривать семена укропа или принимать их в сухом виде, зависит в первую очередь от конкретной проблемы. В некоторых случаях наиболее эффективным оказывается. Как и чем полезны семена укропа? Полезные свойства очень разнообразны. Это средство оказывает бактерицидное, мочегонное, спазмолитическое и успокоительное действие, благотворно сказывается на иммунитете. Пищеварительной и сердечно-сосудистой системе, борется с мочеполовыми инфекциями, воспалительными процессами и гипертонией. В них имеется высокая концентрация биологических веществ, витамины, соли минералов, фосфора, железа, кальция, калия, сахариды, флавоноиды, жирные и эфирные масла, от чего помогает отвар из семян укропа. Как средство для очищения сосудов. Чистка семенами укропа работает на кровеносную систему и направлена на улучшение состояния сосудов. Для этого необходимо приготовить настой из 1 стакана семян и 1,5 стакана корня валерианы. Смесь заливается кипятком и созревает в термосе. Принимать настой нужно трижды в день по 1 столовой ложке за полчаса до еды. Проводить эту процедуру можно раз в 5 лет. В течение всего курса нужно исключить жирное и сладкое, и следует исключить из рациона кофе и крепкий чай. От паразитов и глистов. Семена укропа очень полезны против паразитов, в частности, от глистов в нашем организме. Для этого нужно через 2-3 часа после ужина съесть 2 столовые ложки семян, одну с цельными, вторую с молотыми, добавив при желании немного меда. Через 3 часа нужно принять 2 столовые ложки касторового масла и поставить противовоспалительную и ранозаживляющую ректальную свечку. Рекомендуется потреблять в течение 3 дней. При вздутии. Помогают семена укропа и от вздутия. Наверное, это частая проблема у многих людей. Чтобы избавиться от дискомфорта, нужно залить 1,5 чайных ложки семян укропного стаканом холодной воды, довести смесь до кипения и потомить 15 минут на медленном огне. Остывший и отфильтрованный напиток принимают за 30 минут до еды, причем каждый раз нужно готовить свежий отвар. Семена укропа для поджелудочной. Семена укропа при панкреатите, воспалениях и других заболеваниях поджелудочной железы помогают устранить кислотный рефлекс, вздутие, газообразование и диарею. Такое действие обусловлено фолиевой и никотиновой кислотой. Кроме того, укроп на любой стадии болезни работает как желче и мочегонное средство. Он нормализует микрофлору в органах пищеварительной системы и выводит токсины и шлаки, мешающие нормальному функционированию. О том, как принимать семена укропа при проблемах с поджелудочной, нужно проконсультироваться с врачом. Чаще, как правило, рекомендуется запивать несколько раз в день щепотку порошка из измельченных семян небольшим количеством воды. Гипертония. От давления семена укропа можно использовать по согласованию с врачом как безопасное вспомогательное средство. При гипертонии помогают как молотые семена, 1 чайная ложка во время каждого приема пищи, так и отвар, залить 1 чайную ложку семян 300 мл кипятка, настоять несколько часов. Цистит у мужчин и женщин. Семена укропа при цистите нормализуют работу почек и ускоряют выведение жидкости из организма. Они очищают мочевой пузырь и снижают симптомы воспаления. Благодаря антибактериальному действию мочевыводящие пути будут очищаться от болезнетворных бактерий. Укроп снимет спазмы и обеспечит общеукрепляющий эффект. Чтобы справиться с болезнью, нужно знать, как правильно приготовить отвар семян укропа. Самый простой способ – 2 чайные ложки семян залить стаканом питьевой воды, варить на медленном огне в течение 20 минут. Охлажденный напиток, пропущенный через марлю, рекомендуется пить 5-6 раз в день в течение недели. Крайне важно при цистите семена укропа принимать только как дополнение к назначенному врачом лечению.
Беременность, токсикоз, отеки, ОРВИ. При беременности семена укропа помогают справиться, так скажем, в самый нелегкий период с тошнотой, рвотой и слабостью во время токсикоза. Также они служат профилактикой отеков во втором триместре и облегчают симптомы ОРВИ. В любом случае, о возможности использования семян укропа будущая мама должна проконсультироваться с врачом. Для лактации. Для лактации можно приготовить чай из семян укропа. Для большей эффективности стоит размельчить их в кофемолке или блендере. Для отвара берут 1 столовую ложку семян, заливают литром кипятка и 5-7 минут варят на медленном огне или водяной бане. Отфильтрованный и остуженный напиток нужно пить 5-6 раз в день за час до кормления. При приготовлении настоя 1 чайная ложка семян заливается стаканом кипятка. Через 2 часа напиток можно процедить несколько раз и принимать. Укропный чай гипоаллергенный и безопасный как для кормящей мамы, так и для ребенка. Укропная вода из семян укропа для новорожденных. Семена укропа помогают от колик, отвары и настойки входят в состав многих аптечных средств, которые назначают при газах и болях в животе у грудных детей. Они эффективно борются с запорами. Готовится укропная вода из семян укропа для новорожденных очень просто. Можно один из 2 способов. Первое. Залить 1 чайную ложку семян 200 мл кипятка, накрыть крышкой, настоять час, профильтровать, остудить до комнатной температуры. Второе. В тех же пропорциях смешать воду и семена и поставить тару с ними на водяную баню на 30 минут. По окончании приготовления долить воду так, чтобы объем отвара увеличился до 1 стакана. Перед тем, как давать напиток малышу, его также нужно профильтровать и остудить. Новорожденным пить укропную воду можно небольшими порциями, по 1-2 чайные ложки. Примерно 3-4 раза в день, при сильных болях количество можно увеличить. Облегчение ребенок почувствует уже через 10-15 минут. Такой отвар абсолютно безопасен, педиатры разрешают давать его уже со 2-3 недели жизни. Тем не менее, перед тем, как использовать любое народное средство, нужно проконсультироваться с врачом на предмет индивидуальных противопоказаний. Какие есть противопоказания? Порошки, отвары, настой из семян укропа помогают справиться со многими заболеваниями, но, как и у любого лекарства, у них есть некоторые противопоказания. Нужно их с осторожностью использовать. Гипотоникам эфирные масла в укропе снижают давление и могут ухудшить состояние. Людям с аллергическими реакциями на травы и растения. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, нужно перед лечением семенами укропа проконсультироваться с врачом. Стоит начинать использовать отвары и настой семян укропа постепенно, с небольших порций. При появлении каких-либо негативных симптомов, слабости, сонливости, дискомфорта, ухудшения зрения, высыпаний, нужно обратиться к терапевту и прекратить лечение до выяснения обстоятельств. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Будьте здоровы!